Hello, hello, hello everyone. My name is David. Thank you for having us here to talk to you today about BIM and how we're implementing it at Zaha. We're very excited to be able to show you the kind of stuff we've been doing. Большое спасибо за возможность выступить перед вами. Я сейчас поделюсь нашим опытом работы с данными технологиями. So the project I'd like to show you today is the KAFD metro station in Riyadh in Saudi Arabia. Проект, с которого я хочу начать, это здание в Саудовской Аравии, в Рияде. And it's a full BIM contractual level 2 project, and it's one of the first of its kind to be delivered at Zaha. И это один из самых сложных проектов, интересных проектов, которые компания Zaha Hadid Architects создавала. Sorry, will you please hold this slide before I finish interpreting? Sure, Okay. sure. So as you can see on site, it's progressing at a very rapid pace. Строительство велось очень высокими темпами. На слайде представлена строительная площадка. And here is just a snip of the general arrangement on the ground floor, just to give you an idea of the size and the scope of the project. Для того, чтобы вы могли составить впечатление о сложности и масштабе этого проекта, на слайде представлен общий компоновочный план первого этажа. So there are 5 main stages that I'd like to take you through and to show you how we get from a conceptual stage right through to a construction delivery phase. Проектирование осуществлялось стадийно, и сейчас я хочу остановиться на тех этапах проектирования, через которые мы проходили при подготовке проекта. So the first stage is form finding, and this is predominantly done in softwares such as Maya and/or Rhino. И первый этап — это нахождение формы. Для нахождения формы использовались программы, приложения, которые представлены логотипы их представлены на экране. Это вот Maya, T-Splines, Rhinoceros. And this is what we use to generate these kind of 3D renders and visualizations. И эти приложения использовались для того, чтобы построить 3D-модели и обеспечить визуализацию. So here we have the Maya geometry for the interior freeform of the station. Использовалось приложение Maya для того, чтобы сформировать фриформы внутренних элементов. And even though this is a very developed Maya model, it doesn't have the level of precision that we need in order to develop it further. И данное программное приложение имеет необходимый уровень точности, на основе которого можно продолжать проектирование на следующих этапах. So then we bring it into the next stage, which is the rationalization and coordination in Rhino. После нахождения формы осуществляется переход к следующему этапу, а именно рационализация и координация. So at this stage, we can start to develop further these sorts of design studies. И на этом этапе происходит углубление деталей проектирования. So for example, we can start to look at areas of glass and openings for sunshine. Например, мы можем сформировать необходимые отверстия и определенные поверхности соответствующей кривизны. We can look at repetition in design typologies. И мы можем, допустим, обратить внимание на повторение топологии проектирования. We can start to optimize components, making them parametric. И мы можем оптимизировать соответствующие компоненты в соответствии с принципами параметрической архитектуры. And we can start to look at how these things might be built.
И мы можем уже приступить к анализу, каким образом те или иные элементы предстоит в будущем построить. And you'll see a little later on how this works with the Revit in improving the coordination with consultants. И чуть позже вы увидите, каким образом эти элементы в Revit могут быть обработаны и каким образом в Revit можно осуществлять взаимодействие с консультантами. So here we have the interior freeform package again. We can see the rationalized typology in Rhino. И здесь вновь представлена фриформы внутренних элементов и каким образом осуществлялась их рационализация. And then we start to develop the cut planes for the panelization of this geometry. Дальше осуществлялась нарезка этих элементов для того, чтобы обеспечить панелизацию. And then once we've developed these cuts, we can look at the repetitions for the molds in the panels. После того, как нарезка осуществлена, мы можем уже проанализировать повторение однотипных элементов. So at this stage, we begin to import into Revit. Следующий этап проектирования проектных работ — это импорт в Revit. And we're very lucky to have a in-house plugin that was developed by a coding guru that we can use to do this. И у нас есть необходимые приложения, которые были разработаны гуру кодирования, которые облегчают процесс импорта в Revit. So it's a pretty simple process for us. We need to just input a few parameters and information to the geometry in the Rhino model. И этот процесс довольно-таки легкий. Нам необходимо импортировать определенные параметры для того, чтобы построить модель 3D. We can assign things like unique panel numbers, materials that link to the library in Revit. И мы определяем материалы, информация о которых может быть извлечена из библиотеки. And with just a few clicks in Revit, we can convert it into a native freeform geometry. И в Revit путем нескольких кликов мышкой можно эту модель обратить в нативную фриформу. And the most important thing for us is that it's all quantified and schedulable, and we can generate the areas for all the different geometry. И при этом геометрия, как элемент фриформы, в Revit можно ее количественно оценивать. So now we move on to the Revit component. И дальше мы работаем уже, собственно, с нативными компонентами Revit. So we have the Revit models that we receive from all the consultants. Мы в то же время объединяем эту модель с моделями, которые получаем от наших консультантов. And the geometry that we've imported from Rhino as Revit links. И мы работаем также с геометрией, которую импортируем из Rhino. And then we have the Revit base model, which has all the native Revit elements, so walls, floors, ceilings, doors, etc. И кроме того, мы работаем, объединяем в общую модель элементы, нативные элементы из Revit, такие как стены, потолки, пол и так далее. So I'd like to talk to you briefly about the data management and how we coordinate this with other disciplines and stakeholders. И теперь я хотел бы остановиться кратко о том, каким образом мы управляем данными, каким образом осуществляется координация данных, поступающих и от других участников процесса в общую модель. So every item in Revit has a work breakdown structure code, or a WBS code for short. Каждому элементу в модели Revit присваивается собственный соответствующий код декомпозиции объекта WBS. And
This project uses the CSI master format for its specification writing standard. И для спецификации также используется определенный стандарт CSI Master Format. So all these elements also have product and assembly codes related from this specification. И все элементы имеют соответствующие коды, которые присвоены из спецификации. So as an example, we have a typical floor in Revit. Допустим, вот такое типовое напольное покрытие, типовой пол в Revit. And the floor has a WBS code of M0205. И этот пол имеет соответствующий код структуры декомпозиции объекта WBS, который имеет соответствующее цифровую величину. But we can also see that the floor is made up of individual layers or systems which also have their own unique code. И мы видим, что напольное покрытие состоит из отдельных слоев, и у каждого из этих слоев имеется свой собственный код WBS. And this detail is replicated in Revit and the way the floor is built up. И все эти коды реплицируются, и таким образом они проходят по различным чертежам и в модели, используемой различными дисциплинами. So these tags, we call them T-sheet tags. И этим элементам присваиваются различные теги, так называемые, и которые включены в списки, в T-листы, листы технической справки. And these have their own sheet which has all the information, technical information about each of these individual systems. И в T-листах содержится подробная информация относительно отдельных систем. So this is very important for us because it's creating a link between the drawings and also the specification. И это очень важно, потому что таким образом обеспечивается связь между чертежами и техническими спецификациями. So here we can see as an example the tag with the description and then the relevant assembly and product codes. И мы видим здесь тег с описанием и также соответствующие теги T-листов. And then in the specification of the particular floor, we can see the tag and the code here. В спецификации того или иного пола мы видим также список тегов и их характеристика, их описание. And then we can see the link back to the detail from the specification. И также имеется ссылка, связь с деталью в спецификации. So a couple of main key points that we do to make sure that the information between our consultants and stakeholders is fluid and consistent. И еще несколько основных элементов, которые необходимо иметь в виду для того, чтобы обеспечить плавный, бесшовный обмен информацией между консультантами и всеми участниками проекта. So we have BIM-enabled weekly design meetings and workshops to discuss different problems and solutions to design-related issues on the project. Вся проектная команда собирается еженедельно или с большей частотой для того, чтобы обсудить все вопросы, касающиеся проекта. We also have the BIM execution plan, which is a very important document. And this is constantly updated to reflect any new processes and workflows and methods that we've used for the project. Кроме того, существует соответствующий документ, который называется «План реализации BIM», который касается всех вопросов обновления моделей и передачи информации модели BIM.
We also do costing exercises with the project manager to make sure that the data that they extract from our model is accurate for their cost analysis. Кроме того, мы проводим совещания и встречи с руководителем проекта для того, чтобы убедиться, что информация относительно бюджетирования или расчета стоимости бюджета является точной и соответствует действительности. We also have developed custom plugins with our consultants to allow more automated and accurate population of the codes for the elements in Revit. Кроме того, разработан соответствующий плагин с участием наших консультантов для того, чтобы обеспечить автоматическое и точное заполнение продукта в соответствии с определенными кодами сборки. And we also, on a weekly basis, exchange models and make sure that we have the latest information across all the disciplines. Кроме того, обмен моделями осуществляется на еженедельной основе для того, чтобы убедиться, что у всех участников имеется самый последний вариант информации, модели BIM. And we rely a lot on Navisworks models to conduct reviews and coordination, as it's very quick and very easy to use. И в своей деятельности мы используем модели Navisworks, и это простой и быстрый способ обмена информацией, который позволяет нам избежать междисциплинарных коллизий. And then we have the final stage, which is the coordination and the output. И последний этап в работе над проектом — это координация и представление результатов. And there's a specific plugin that we use called XREV. Имеется специальный плагин, который мы используем для этих целей, который называется XREV. If you're a company that uses Revit, I would highly recommend that you invest in a plugin like this. И поэтому, если компании используют Revit в своей деятельности, то я рекомендую, чтобы такой плагин вы все-таки инвестировали в приобретение такого плагина. It's a parametric batch exporter for Revit, and you can export multiple formats at once. И это плагин, который позволяет осуществлять экспорт параметрических данных в Revit. And you can also automatically name all your files and customize the output locations for those files. И вы автоматически присваиваете определенное наименование этим файлам и затем задаете, в каком месте эти результаты из этих файлов будут загружаться. And then we also have another add-in called Direct Import Rhino to Navisworks. И, кроме того, есть еще и дополнительный add-on, дополнительное программное обеспечение, которое позволяет финализировать выдачу результатов. And this is very important because it allows our designers in Rhino to directly import their geometry into Navisworks. И это дополнительное приложение, дополнительный плагин позволяет нам обеспечить прямой импорт из Rhino в Navisworks. So they can check very quickly if there are any clashes or design issues to be resolved. И поэтому проектировщики, инженеры могут очень быстро и легко проверить, существуют ли какие-либо коллизии между различными дисциплинами. And we can also further develop our studies and understanding of the components and interface with consultants. И мы таким образом получаем более четкую информацию о различных элементах, конструкции проекта, объекта, вернее, при работе с нашими консультантами. Until we get to a stage where we have no clashes and no errors in the model. И эта работа ведется до тех пор, пока нет каких-либо коллизий или ошибок в 3D-модели. And here is the workflow overall. Вот общий рабочий процесс, который я описал. Thank you very much. Спасибо. Thank you, Vladimir, for the translation. Спасибо за внимание, спасибо за перевод. Спасибо.
Спасибо, Давид. Мы не прощаемся с компанией Zaha, Hadid, Architects. У нас выступает Garin о Айвазиан. So we are still with Zaha Hadid Architects, and the floor is given to Mr. Garin Oayvazian. Hello. Okay. Thank you very much. Thank you to David, Alexei, for inviting us. It's a pleasure to be here representing Zaha Hadid Architects. Спасибо предыдущему выступающему Дэвиду, спасибо организаторам за приглашение выступить на конференции. My responsibility at Zaha Hadid Architects is to actually deliver projects. This is to deliver the concepts that we are renowned for through the design stages to construction. В компании Zaha Hadid Architects я отвечаю за реализацию проектов, начиная от концептуального этапа до завершения строительства. It's clear that BIM is now an integral part of not only the design process, but the construction industry. И естественно, что использование технологий BIM в последнее время приобретает все большую популярность при проектировании и строительстве. And as designers, it's important that we understand and manage the process through the key stages. И при осуществлении проектов очень важно четко отслеживать границы различных этапов реализации проекта. What I'd like to do is show three key projects which I've been involved in over the last, it's coming up to 7-8 years now. И я хотел бы кратко остановиться на трех основных проектах, в которых я принимал участие вот уже на протяжении 7-8 лет своей работы в компании. And illustrate how we have tried to adapt to and work with the BIM process and the challenges we've faced over the years. И, естественно, в своей работе мы использовали технологию BIM и какие вызовы, какие проблемы мы решали в ходе применения этой технологии. The first project I'd like to start with is one that's already been completed. It's the Youth Olympic Center in Nanjing in China. Первый проект, о котором я хотел бы рассказать, это молодежный олимпийский центр в Китае. Этот проект уже завершен. I had the privilege of being involved from the competition stage all the way through to completion. И я имел честь принимать участие в этом проекте, начиная от этапа тендера до завершения строительства. You can see it's a very large and complex development of two very tall towers, a conference center and a podium. Вы видите, что здание, конструкция здания довольно-таки сложная, две башни и плюс еще строение и сооружение в нижней части этого здания. My colleague David has demonstrated the process used on the KFD metro, how the design has been developed using Revit and other platforms to actually go through to construction, but this is illustrating how I don't want to say some of the challenges we faced, but we approached this before we had a fully working BIM plan, let's say. So we went ahead with a conventional design-driven process, if that makes sense. Мой коллега Дэвид рассказал вам о том, каким образом осуществляется проектирование с применением технологий BIM, и сейчас, может быть, я остановлюсь на некоторых моментах, сложностях, которые мы испытывали при осуществлении проектирования с использованием так называемых традиционных технологий. We approached this in, again, a very traditional way of modeling and trying to get the modeled information into a platform by which we could illustrate using plans, sections, and details. So this was pre-BIM, a pre-developed BIM workflow. So this was very hard work. Как я уже говорил, при проектировании этого здания использовались традиционные подходы. До применения BIM мы строили какие-то модели, это были поэтажные чертежи, мы строили планы, разрезы, и таким образом все это объединяли для того, чтобы завершить проектирование. And the process was heavily reliant on modeling, and we used the platform of DP to generate all of the geometry. As I just mentioned, before
this whole project was delivered using relying heavily on modeling, and we used the platform of DP to generate the 3D models. It was following the SD stage of the project and moving into DD, we decided to use Revit as the platform to coordinate and basically deliver the project to the client. На определенном этапе было принято решение использовать Revit для проектирования отдельных компонентов данного сооружения. One of the challenges we immediately faced was the sheer size and complexity of the geometry, and back then, 2011, we were limited by not only Revit's capabilities, but also the pure computing power needed to work with the file. Но имелись определенные сложности в данный момент, и это не только геометрия и размеры этого здания, но также и ограничения платформы Revit, которые существовали в 2011 году, и также вычислительные мощности компьютеров. So we could see here that the majority of the facade and cladding elements were generated by DP and imported as dead geometry, whereas the structure and many of the cladding and the glazing elements were actually modeled natively. So we had a combination of live Revit files and models, and basically 90% of the facade geometry imported as dead, in effect, geometry. И вы видите, что при проектировании применялась как комбинация нативных элементов Revit, это то, что касается элементов конструктива, и кроме того, какие-то элементы, такие как оболочка здания, остекление этого здания, импортировалось в Revit в качестве жесткой, или как на слайде было представлено, мертвой геометрии. And again, I'll just wrap this up by, again, we used the information we generated to obviously issue all of the documents relating to the project. So it was a semi-successful implementation of Revit. We still managed to accomplish a great deal, but it was, as I mentioned earlier, it was very hard work. Ну и если в целом охарактеризовать этот проект, то можно сказать, что с применение Revit было полууспешным. Мы должны были генерировать огромное количество чертежей, и в итоге у нас все получилось, но было довольно-таки много сложностей, которые нам пришлось преодолеть. Following on from what we learned from that project, in 2014 we were again commissioned to design and develop a large project in China, in Hainan. Мы научились на опыте реализации этого проекта, и в 2014 году мы получили еще один проект также в Китае, в городе Хайнань, по строительству отеля. And whereas beforehand we implemented Revit and the whole BIM concept at a later stage, we tried to utilize and undertake a BIM workflow from a very early stage on this project. И на основе предыдущего опыта мы пришли к выводу, что на самых ранних этапах проектирования есть смысл применять технологии BIM. I think my colleague David showed earlier in his slides how we have developed our own plugins to help the process of getting our complex geometry into a usable BIM platform. И мой коллега Давид уже рассказал, что каким образом мы применяли наш плагин, разработанный нашей компанией, для того, чтобы транспортировать сложную геометрию в платформы, общеприменимые платформы, в частности Revit. And one of the key areas I'd like to just quickly go through is where we developed our own internal plugin. Before we started this process, we spent several years using third-party plugins. We had varying degrees of success, and we always had to come back and remodel and re-import, and this didn't really, we never really achieved a very
a good workflow using this third-party И я должен сказать, что до того, как мы разработали свой собственный плагин, мы использовали плагины третьей стороны, сторонних производителей, для того, чтобы осуществлять импорт и тех или иных элементов в ту или иную платформу и при осуществлении моделирования. И мы вынуждены были возвращаться в исходную точку, повторять этот процесс, то есть мучились страшно. We as a practice rely heavily on scripting in the designs that we do, not only for the facades and the cladding, but also in terms of the massing and the geometry. И мы при проектировании осуществляем довольно-таки большой объем описания различных элементов конструкций, не только фасадов, но и других элементов при построении моделей. And this is where creating our own script to be able to communicate and better coordinate with our designs was essential for us to be able to develop a more a cleaner workflow, let's say, for the BIM process. И поэтому разработка своего собственного скрипта помогает нам обеспечить лучшее взаимодействие, координацию между различными дисциплинами и получать более чистую модель, так сказать. I mean, this slide tries to explain how we have the base geometry that we form through the form finding, which David showed earlier. We have scripts, and we use the plugin to then pull everything together into a working BIM file. И нам необходимо транспортировать определенную геометрию, и Дэвид говорил об этапе поиска формы, и мы используем определенные скрипты, определенные плагины для того, чтобы получить необходимую модель. This file, this slide hopefully illustrates this. We start off with, instead of modeling, as we showed in the previous project, which relied on several people having to model, and any updates or any modifications, again, would further delay the process, and it was very long-winded. Here with the scripting, it was completely different. И я надеюсь, что данный слайд помогает понять, каким образом этот процесс организован. Вместо того, чтобы осуществлять моделирование, на которое уходит очень много времени, мы в настоящий момент строим работу вот таким образом, как это представлено на слайде. You can see here the Grasshopper script generated basic lines, which were then imported much quickly, far quickly into Revit. Сначала строятся определенные базовые линии, и, естественно, импорт этих линий осуществить в Revit гораздо быстрее, чем при работе с моделями. And the ability to assign metadata to these elements made this the native Revit elements intelligent. И, кроме того, осуществляется также присвоение элементов инженерии, механика, электрика и системы санитарно-гигиенических элементов гораздо быстрее, чем при моделировании. And ultimately, the benefit of this process was the speed at which we could implement changes to the design. When the customer or the client wants to modify the unit sizes or add or remove units from the overall model, this could be achieved almost instantaneously. И преимущество данного метода заключается в скорости проектирования. Когда возникает необходимость изменить какие-то элементы, то это делается в мгновение ока. So again, this is just I don't understand any of this. My team are the geniuses who create this magic script, but it's a much cleaner and quicker process. Честно говоря, я не очень хорошо разбираюсь во всех этих тонкостях работы со скриптом. Мои коллеги занимались этим, но смысл заключается в том, что процессы протекают гораздо быстрее. Before I move on to the final project, which I think is very exciting and interesting, this just demonstrates how the script is not only applied to the geometry, but also the layouts. We start to have more intelligent elements which are not only used to model, but also plan and deliver the information to the client.
И прежде чем я перейду к следующему проекту, который представляет очень большой интерес для нас, я хочу показать последний слайд, касающийся второго проекта. И он иллюстрирует, каким образом интеллектуально осуществлять импорт элементов и обеспечивать взаимодействие различных дисциплин. This project is literally, before we arrived, we were hopefully moving into the next design stage. So it's all very exciting for us at the moment in the office in terms of how we're using the whole BIM process to speed the process along. Таким образом, работая со скриптом, мы значительно ускоряем процесс проектирования. Now I'd like to move on to the final third project I'd like to show you. И последний проект, о котором я хотел рассказать вам. This is a project we're obviously at our office we're very, very excited about. It's a very large project in Skolkovo, which we are in the design process at the moment. Мы очень гордимся этим проектом и с большим воодушевлением работаем над этим проектом. Это здание в Сколково. And as a team, we're trying to incorporate what we've learned over the last few years in terms of how not only we use Revit as the base platform for BIM, but also how we can better translate our designs and speed up the whole, not necessarily speed up, apologies, that's wrong, make more efficient the design process. И мы при реализации этого проекта используем весь свой опыт, который мы накопили при работе с технологиями BIM на предыдущих проектах, и применение BIM на основе Revit помогает нам повысить эффективность проектирования. One of the things we're trying to do now is not only make the import process smoother using scripting, but also to make some of the elements, the objects that we generate, more intelligent. И кроме повышения эффективности и увеличения скорости и импорта отдельных конструктивных элементов на основе скрипта, эти технологии позволяют нам повысить уровень интеллектуальности различных элементов. Obviously, the base massing of the building is not necessarily generated from Revit, but through surfaces. But once this process has been undertaken, the elements of the building can very quickly be updated and edited using this scripting format that we use. Не обязательно весь массив, конструктив здания производится при помощи соответствующих технологий, но после того, как этот массив здания существует, работа над отдельными элементами, над обновлением этих элементов значительно облегчается. Again, similar to the earlier workflow David showed, I'd like to show how we're looking to use a revised, let's say, workflow for the Skolkovo project. В дополнение к тому, что рассказал Давид о рабочих процессах, я хочу также рассказать о определенных деталях, каким образом мы это делаем. Again, we start off, as I mentioned, with a surface geometry, which is first modeled and tested by the designers using Maya and then rationalized in Rhino. Как я уже сказал, все начинается с определенной геометрии, и при этом используется приложение Maya и Rhino. And then, using the Grasshopper script, we start to take the surface geometry and separate it into more intelligent elements using points and lines. Далее, с использованием Rhino мы работаем непосредственно над поверхностями геометрии, работаем над интеллектуальными линиями и точками. And then with the magic of our Zaha BIM plugin, we managed to get this data straight into Revit, where we can start to apply certain parameters and add the additional metadata to it. И далее, используя магию нашего собственного плагина, мы трансформируем все эти элементы в нативные элементы Revit, и элементы становятся интеллектуальными. So this diagram highlights the standard process with which we were working to. На данной схеме представлен стандартный процесс проектирования, который мы используем на основе технологий BIM. Let's go back one more. Okay, apologies.
what we have since been studying further is how we can actually speed up or make this efficient, even this process even more efficient. And now we are looking to actually utilize Dynamo. Yes, exactly. So what we're trying to do is actually see if we can reduce the time and the cycle of design by using the scripting of Dynamo to, again, it's just simplifies the whole workflow and makes this more efficient. И по мере того, как мы применяли технологии BIM, мы постоянно думали над том, как повысить эффективность и скорость этого процесса, и в последнее время стали использовать скрипты Dynamo для того, чтобы сэкономить время и завершить циклы. I think obviously the benefit of this is we're keeping the whole design process within the Revit package, which, again, for me, makes life a lot easier because managing the data and the workflow is more contained. И использование скрипта Dynamo помогает нам процесс проектирования размещать полностью или полностью заниматься проектированием в рамках Revit. And again, this is just another element of the building which we're starting to look at and utilize the benefits and the power of Revit and the whole BIM process, where we can start to look at the facade elements, the cladding, and start applying adaptive components to them. Это еще один из элементов, который проектировался при помощи вышеуказанной технологии. Это касается не только самих конструктивных элементов здания, но также оболочки здания, фасады. And there's a quick little animation which I would like to show you, which kind of encompasses how we're trying to develop this whole process and almost automate some of the elements. И небольшая анимация, которая позволяет вам посмотреть, каким образом мы занимаемся процессом проектирования с применением соответствующих скриптов. One thing, while the video is running, I'd like to explain that what we've tried to do, which is different to previous projects, while the design is still being developed, we are in the background, in parallel, developing solutions and workflows using Revit and the whole BIM process to preempt the design for when it's finalized and set. И я хочу сказать, что при реализации этого проекта наша работа отличается от предыдущих рабочих процессов, потому что мы заранее пытаемся спрогнозировать, какие виды работ будут осуществляться на более поздних этапах работы над проектом, и заботимся об этом на самых ранних этапах проектирования. The aim being that once the design is frozen, which we're in the process of doing now, we will be ready to actually implement and take on board these the key parameters of the building and start to implement them straight away into the whole BIM process. И, кроме того, после того, как проект будет уже окончательно утвержден и будет введен запрет на дальнейшее изменения по элементам проекта, мы уже задаем определенные параметры, которые будут учитываться при строительстве. Again, I realize time is short, so again, the next few slides just demonstrate some of the developments we're using to actually apply intelligence to the building elements themselves. Времени у нас не так много, поэтому я быстро пролистаю следующие слайды для того, чтобы показать, каким образом осуществляется работа над интеллектуальными smart элементами. And again, I think you're all familiar with these, how once you have intelligent elements, then you can extract the necessary information. Вы можете извлекать всю необходимую информацию относительно элементов, если эти элементы являются так называемыми smart elements, интеллектуальными, умными элементами. So, again, I'll run through these points very quickly. I think we all understand the benefits of using BIM in our own industries and in our own disciplines. As I said, my role is to deliver projects, and I've always seen the benefits of making the process more efficient. And I think it's working together with consultants, all the stakeholders involved in the project, which is important.
Преимущества технологий BIM всем хорошо известны, и для меня, для человека, который отвечает за реализацию проекта, эти преимущества позволяют осуществлять координацию между различными участниками проекта с большой степенью эффективности и легкости. And again, this was the reiterating the whole Dynamo process, how we're trying to always, as a company, we are always trying to see how we can make this whole process more efficient. Design is important, it will always be important to our office, but it's actually delivering this design in the most simplest and cleanest way, which is ultimately the most important goal. Мы постоянно работаем над повышением эффективности проекта. Собственно, проектирование имеет большое значение, но также реализация над проектом и доведение проектных решений для всех заинтересованных сторон также имеет большое значение. Again, I'm sure you're going to, over the course of today, you're going to see many diagrams which show workflows. We, as a company, have evolved and developed this whole BIM philosophy. I think it's still in the process of developing. As our designs get more complex, I think our workflow will need to become more refined, but that's, I think, something we all need to work towards. Вы сегодня увидите много различных графиков и диаграмм, и наша компания постоянно работает над повышением эффективности рабочих процессов. I think in a very simple way, what's important for me is to get the concept design from the left-hand side, from when we're designing, as quickly and as efficiently as possible to the right hand. And I think this is what we're working towards. И смысл моей деятельности как руководителя проектов заключается в том, чтобы как можно быстрее перевести проекты от левых этапов, расположенных в левой части диаграммы, до правых, начиная от концептуальной проработки до завершения строительства. So I think I'll wrap it up here. The last few slides, again, are to do with, I think, everything that you know. It's what I want to do is take this opportunity to show the kind of work we're working towards and how we can embrace the whole BIM workflow together. Есть еще несколько слайдов, но там, в принципе, общеизвестная информация. Я попытался вкратце рассказать над тем, чем мы занимаемся при использовании технологий BIM. Спасибо большое. У нас даже осталось время на пару вопросов. Thanks a lot. We can still take a couple of questions from the floor. Коллеги, пожалуйста, когда вы задаете вопрос, уточняйте, к кому именно вы его обращаете. У нас все-таки два спикера. Первый выступал Давид, второй Гарин. Well, colleagues, if you have any questions, and please raise your hands and tell which of the speakers, either David or Garin, you would like to answer your question. Добрый день, меня зовут Александр, группа компании ТСН. Это инженерные системы, производственная, проектная, монтажная компания. У меня вопрос. Вот вы говорили много и убедительно про эффективность применения BIM-технологий. Так вот, вопрос такой. Проектирование – это часть строительного процесса. То есть это то, что должно воплотиться в здание сооружения. В нем много вещей. Вот по нашему холдингу взять, у нас проектные работы занимают от стоимости наших работ по производству, по поставкам, по монтажу, грубо говоря, 1/15 часть, наверное, или 1/20 часть. Так вот, применение, вот предположим, две ситуации. Ситуация то, что вы в совершенстве освоили BIM-технологии, но среда, которая создает объект, генподрядчик, заказчик, крупные подрядчики, они не находятся в экосистеме BIM. Прошу прощения, у нас еще перевод. Частями задаем. Спасибо. So my name is Alexander. I'm from the DCM company, and our specialty is designing, procurement, and construction. So the question, there was no question yet. There was an introduction. So we realize how efficient the use of the BIM technology is, and you were quite convincing in talking about the efficiency of the BIM technologies. And the stage of design is quite important as well. And the design phase in our activity accounts
for 5% of our efforts. And okay, fine, you might be designing using BIM technologies, but what if the other stakeholders, like the customers and the partners, are not part of the BIM ecosystem? Я, может быть, чуть уточню. Я говорю, две ситуации. Ваша компания, как проектная, полностью использует BIM-технологии, а экосистема, которая создает объект, не использует, абсолютно не использует. Или используется полностью. Вся экосистема включает как проектную организацию, так и весь комплекс строительных организаций, может быть, эксплуатирующих. В чем разница в эффективности в первом случае для вашей организации лично, как проектной, а во втором случае, когда все используют информационную модель на 100% на этапе строительства и эксплуатации, эффективность для объекта. Я внятно сформулировал? Спасибо. Просто у меня есть кое-какие цифры по опыту, но вот хотелось бы опыт куда более продвинутый, я так понимаю. So, any difference in the efficiency of your activity if we have two different situations? One is the designer uses BIM technologies, but all the other stakeholders do not. And the other situation is all the stakeholders use BIM technologies. Any difference for you as a designing company? I think what I'd like to, how I'd like to respond to that is we've gone through those three projects show clearly how there have been varying degrees of cooperation throughout the project. Да, вот в принципе на этих трех проектах я хотел бы прокомментировать, каким образом осуществлялось взаимодействие между участниками проектов. Just any change in the efficiency if ultimately, as I mentioned, my role is to actually deliver the project at the stages to the client. If we can have everybody together, it improves the coordination and cooperation. But more often than not, to date, I have not been involved in one project where everybody is fully coordinated. And that's what we're trying to work towards. Моя задача как руководителя проектов — это передать завершенный проект заказчику. И мы работаем с заказчиком на всех этапах реализации проекта. И, конечно, эффективность взаимодействия повышается в том случае, если все участники работают в единой экосистеме. Но все-таки я должен признать, что у меня не было ни одного проекта, где все заинтересованные стороны работали бы с применением технологий BIM. И наша цель заключается в том, чтобы добиться этого. Теперь, извините, я не слышал ваш вопрос. Я говорю, я понимаю, идеальной среды не бывает, но какие-то цифры, 10%, 15%, 5% для строительства. И если строительству информационная модель не нужна, какая эффективность для проектной организации? So I realize, свои цифры меня интересуют. I realize there's no perfect environment, but do you have any specific figures? Like what was the percentage of the stakeholders using BIM and how did it affect the efficiency? I have my own figures of the efficiency, but I would like to have your input. I think ultimately, the images that David showed in his project where you can have all the different consultants coming together, using a pool of the information together to test, to detect any clashes, that's the direction we're moving towards. The projects that I've shown earlier, we had instances where the structural engineers, they always work in BIM, so that's not a problem. But then the MEP engineers necessarily weren't. So it's always an evolving, a changing team. But ultimately, this diagram that tries to illustrate the most important thing is we are one element within the whole process. In terms of percentages and numbers, I think every project we do in the office is slightly different. But I think the goal is one of the reasons we're here is to try and educate and understand how we can better come together to as a BIM family, if that makes sense.
Дэвид в своей презентации показывал фотографии, когда проектная команда работает при координации друг с другом, работая на различных этапах этого проекта. У нас мы не занимались получением количественной информации об эффективности. Таких метрик нет, но, как я уже говорил, наша общая цель и цель этой конференции в том числе это добиться того, чтобы как можно больше участников всего строительного процесса применяли такие технологии. И когда все работают на единой волне, в единой экосистеме, то эффективность выше. Спасибо большое, коллеги. К сожалению, тайминг, поэтому больше вопросов мы не успеваем сразу. Спасибо большое.